Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Лена Лайф. Ну а пока я буду рассказывать, что произошло у нее во влоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых обзоров. Если вы считаете, что этот обзор заслуживает большего количества просмотров, активнее жмите на лайки. Говорят, что они продвигают видео. Ну а у Лены день сурка. Да, говорит, работа, дом, работа. Лена, тебе и не снилась та работа, на которой работает большинство твоих зрителей. Ну вот вообще, ты даже и рядом не проходила. Вот действительно. Мне очень понравилось то, как Лена в очередной раз явилась на работу. Она зашла в магазинчик, купила себе то ли желе, то ли панакоту с наполнителем каким-то вишневым. Пришла на работу, стала есть, попила кофе, говорит, а как начинается ваш рабочий день? Да он как-то начинается не с кофе, не с панакоты, не с любого другого десерта. Он сразу начинается с работы. Ну, а на какие-то перекусы есть отдельное время, специально отведенное, называется обеденное время, ну или обед, как-то так, да? Час, полчаса, у кого как. Но не так, что пришел на работу и стал есть. Это как-то вот странно. И после этого Лена будет говорить, что она как муравей в колесе, что у нее день сурка, что не продохнуть, ну и так далее. Лена, ты еще не знаешь жизни. И тут Лена за поеданием этого десерта и за выпиванием этого самого кофе размышляет, говорит, человек, ведь он создан не только для работы. Должны же быть какие-то развлечения тоже в жизни. Да, Лена, должны быть. И кому, как не тебе, знать все о развлечениях. Пришла пора немного узнать и про работу. Да, такое дело, Лена. Не всегда тебе только развлекаться. Но видите, хоть и немного работы в жизни Лены теперь стало, но и то вот это малое количество работы Лену уже утомляет. Лена вообще не понимает, что такое ответственность, что такое дисциплина трудовая, ну и так далее. Этого Лена не знает. И я так думаю, что уже и не узнает. Почему-то она считает, что работа это вот захотел, пришел, захотел, ушел, захотел, устроил себе выходной в середине недели и поехал куда-нибудь в банный комплекс отдыхать, так сказать, не успев даже толком-то и устать. Закончилась работа, так и не успев толком начаться, и Лена пришла в магазин, говорит, вот тут столько тортиков от Палыча, ее самая любимая фирма. Но, говорит, такие дорогие сейчас тортики стали, что Лену посетила абсолютно безумная идея приготовить на Новый год торт самостоятельно. Вот вы знаете, я уже хочу это видеть. Лена, покажи, как ты будешь готовить торт. Во-первых, это контент, во-вторых, очень интересный контент, да. А возможно, действительно, если у тебя получится, то кто-то возьмет на вооружение, да, возьмет себя на заметку и приготовит тоже такой торт. Почему бы и нет? И вот вы знаете, пока Оксана думала, стоит ей покупать отрывной календарь, не стоит, может быть, папа подарит, а может быть, нет. И помните, Оксана стояла, перебирала там кучу этих самых отрывных календарей, и они были посвящены какой-то домашнему хозяйству, какой-то астрологии, какой-то тайнам мироздания. И думала, надо, не надо. Пока Оксана думала, Лена пошла и купила. Она не надеется на папу, она надеется только на себя. Вот ей захотелось, она пошла и купила. Почему Оксана так не может сделать, не могу понять. Оксана надеется, что кто-то ей когда-нибудь подарит. Ну а если не подарит никто, так, я понимаю, Оксана останется без отрывного календаря. С одной стороны. А с другой стороны, мы все прекрасно знаем, что Оксана повторяет все, что делает Лена. Поэтому Оксана, я думаю, тоже пойдет и купит себе календарь, увидев, что Лена купила сама себе календарь. Так вот, она купила календарь, посвященный астрологии на следующий год. Да, Лена стала все чаще и чаще обращаться к астрологии за каким-то советом, и каким-то она верит и астрологам, и предсказаниям каким-то. Ну, каждому свое, почему бы и нет. Лена была у мамы в гостях. Мама угостила и Лену, и Оксану кислой капустой домашнего приготовления. Мама сама солила эту капусту. Ну, по словам девочек, мама отлично солит капусту. Ну, значит, действительно так. И вот одну банку взяла себе Оксана, другую взяла себе Лена. Пришла домой, приготовила картошечку. Говорит, самый быстрый способ накормить семью – это приготовить картошку. То есть ее отварить и вот с этой самой капустой. Думаю, а где хотя бы сарделька какая-то? Ну или какая-нибудь котлетка, даже вот эта вот бургерная, для Вани хотя бы. Нет, не было ничего. Думаю, ну интересно, очень интересно. Ваня там не устроил ей бунт? Не сказал, я хочу бургерную котлету.
Интересно, если сказал, то, скорее всего, Лена собралась и пошла в магазин за этой самой котлетой бургерной. Но нам, конечно, этого никто ничего не показал. Предполагается, что Ваня тоже ел вареную картошку и кислую капусту. Ну, салат из кислой капусты, я туда добавила масло нерафинированное, добавила лук. Но вот, повторюсь, ничего мясного не было предложено абсолютно к этой картошке. И вот когда Лена была в гостях у мамы, кстати говоря, говорит Лена, мол, мне Андрей сказал, что завтра, мам, ты сказала ему, что надо прийти на лепку пельменей. Вот такая вот традиционная лепка пельменей ежегодная у семейства. Мама говорит, а я ему ничего не говорила. О, мама хотя бы правду сказала. Но Лена, вы знаете, не сдается. Говорит, странно, а мне Андрей сказал, что ты сказала. Ну, что-то вроде того. Я так думаю, что Оксана сказала Лене, а Лена, конечно, должна была приплести Андрея. Ну, куда без него? И, конечно же, маму Лена не предупредила о том, что мама не должна была говорить, что Андрею она ничего не говорила. Ох уж это загадочный Андрей. Мифический. Ну, или Андрей Шрёдингера. Он вроде есть, но его вроде бы и нет. Пошла Лена на почту, получила посылку от Василька. Счастлива. Получила она одеяло для Вани, получила она пару каких-то халатиков. И стала говорить о том, что она не любит особо брюки и спортивные костюмы, больше любит халатики. Странно, недавно она говорила, что она наоборот любит брюки, дома ходить в каких-то спортивных костюмах, в халатиках, но особо-то и не любит. И теперь вот видите, ну это, наверное, зависит от того, что именно она получила. Получила бы она спортивный костюм, сказала бы, как я люблю ходить по дому в спортивном костюме. А видите, теперь халатики получила, значит все, резко стала любить халатики. Говядину Лена, я так понимаю, из плова промолотила, как она сказала, на мясорубке, промолотила. И приготовила какой-то очень вкусный салат. И, говорит, этот салат был съеден за один день. Вообще, говорит, все, что вкусно, съедается за один день. Лена, а почему же тогда у тебя в холодильнике по-прежнему и одна какая-то кастрюля стоит, и другая какая-то кастрюля стоит, и еще что-то у тебя там. То есть не съедается то, что ты готовишь, да? Значит, все не настолько вкусно, насколько хотелось бы. Видишь как? Только вот салату повезло чуть больше, его съели сразу. Но опять же, мы этот салат не видели, но Лена утверждает, что он был, и что его просто все уже съели. Эта история мне напомнила что-то вроде детского анекдота. Чистый лист бумаги, ребенок подходит к родителям, говорит, посмотрите, что я нарисовал. Ну, родители видят чистый лист бумаги, говорят, а что ты нарисовал? Говорит, а я нарисовал траву зеленую. Говорит, и корову нарисовал на этом лугу, да, на зеленой траве. Родители говорят, а где трава? Ребенок говорит, корова съела траву. Окей, а где корова? Ну, что ей тут делать? Она уже наелась и ушла в другое поле. То же самое и здесь происходит. Никто не видел, но все должны знать, что все получилось очень вкусным, и все съели. Салатик был съеден за один день. Кстати говоря, зря Лена не показала, как она этот салат готовит. Она говорит, что там среднее между салатом и паштетом и какой-то кашей. Потом Лена заявила, что в принципе все салаты это каша. Ну, в какой-то мере да, но скорее, конечно, нет, чем да. Ну, в принципе, для Лены что салат каша, что яичница у нее тоже почему-то в кашу превращается, потому что туда она еще добавляет что-то, потом с чем-то еще перемешивает, сверху выливает какую-то аджику на эту яичницу. Ой, ну, короче говоря, все, что в тарелке у Лены, тут же превращается в какую-то кашу, в такое какое-то месиво. Поэтому неудивительно, что для Лены вся еда это сродни каши все. Достает Лена из холодильника варенье покупное, и варенье называется варенька. Но Лена не понимает, что такое варенька, и говорит, это не варенье, это варенька. Я думаю, что же за варенька такая? А потом смотрю, это же Варенька, Лена, имя, Варя, Варвара, Варенька. Какая же это варенька? Ты еще сказал бы вареник. Я, вы знаете, уже не удивилась бы после вареньки. Ничего, наверное. Рассказывает Лена, что готовить она особо никогда не любила, но вот привила ей любовь к каким-то пирогам осетинским и прочей выпечке девочка-приятельница, с которой они снимали вместе квартиру, когда Лена работала в Москве. Думаю, боже, Лена, это было 100 лет назад, тебе было 25 лет, как ты сама говоришь, когда ты работала в Москве. Но это было лет 20 назад, а то и больше. Ты вот до сих пор помнишь, что да как было. Ну, Лена, у тебя, конечно, и память. Ты не помнишь, что было недавно, но зато ты помнишь, что было лет 20 назад. Вот это да. И эта девочка была с
Осетии, не из Осетии, а с Осетии. Ну, в принципе, Лена сама с Зеленограда, и абсолютно верно вы мне пишите в комментариях, что не только с Зеленограда Лена, а еще и с Ахи. И вообще у Лены все, кому она говорит, что кто-то из какого-либо города или другого населенного пункта, все люди с чего-то там, да? Ну, как-то так. Лена даже до седых волос до сих пор не умеет правильно выражать свои мысли. Например, Лена заявила, что она перевоплотилась в домашнюю одежду. Не переоделась, а перевоплотилась. Ну, наверное, так Лене удобнее себя представлять какой-то волшебницей. В принципе, Лена говорила о том, что она верит в какие-то чудеса, в магию чисел, ну и так далее, да, в зеркальные какие-то числа, в астрологию он сейчас стала усиленно верить. Так что да, Лена волшебница и умеет перевоплощаться. А еще, вы знаете, Лена является амбассадором US Polo, а Ваня является истинным представителем любимого Василька. Представляете? Вот так, вот такая семья интересная. А Андрей, интересно, является амбассадором какой-либо торговой марки или истинным представителем какой-либо фирмы? Вот просто интересно. Они ж семья, у них должно быть хоть что-то общее, подумала я. Так может быть именно вот этот момент их и связывает, они все представляют какую-либо торговую марку. Да, каждый раз, но тем не менее, они все представители торговых марок. Вот это их и объединяет, наверное. Потому как больше, я так думаю, что их ничего не объединяет. Ну, возможно, Ваня объединял какое-то время, пока был маленьким. Ну и сейчас, вот видите, в школу Андрей отводит Ваню и приводит его из школы. Хотя, вроде бы, Ваня уже и не маленький, с одной стороны, а с другой стороны, если Андрей до сих пор его туда-обратно приводит и отводит, то, наверное, да. Он считает Ваню все еще малышом, хотя Ваня, напомню, в 5 классе. Уже не маленький. Уже вполне самостоятельно мог бы выйти из дому и пойти в школу утром, и точно так же вечером, ну или днем, когда у него там заканчиваются занятия, вернуться домой самостоятельно. Я уверена, что его одноклассники сами ходят в школу и из школы домой возвращаются. Ну а Ване нужен сопровождающий, видимо. Не может он сам ходить. Почему? Непонятно. Кстати говоря, у Лены в холодильнике торт «Птичка». То есть небольшой такой тортик «Птичье молоко». И Лена берет в руки этот тортик и говорит, ну не знаю, вкусный этот тортик или нет. Лена, ты прекрасно знаешь, что он вкусный, что торт «Птичка» твой любимый торт. Ты об этом несколько раз говорила и даже показывала, как лихо ты практически в одиночку уминаешь целый торт. А теперь вдруг что с тобой произошло? Ты забыла вкус этого птичьего молока? Опять же говорю, Лена не помнит то, что было буквально вот недавно, да, не помнит, что ей нравился этот самый тортик. Но зато напомнит, что было с ней 20 лет назад. Удивительная память. Ну вот таким получился у меня обзор влога канала Лена Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!